Наш мир полон мистики и чудес, и мы сталкиваемся с ними каждый день. Просто вы так заняты своими мыслями о работе, о доме, что не обращаете на них внимания. Я расскажу вам о самых шокирующих и мистических случаях, которые удалось запечатлеть на видеокамеру или фотоаппарат. Мы слишком мало знаем о мире неизведанного, где страх и удивление идут рука об руку и где каждый новый кадр может стать последним в вашей жизни. Как говорил герой одного известного мистического романа о нечистой силе. Страшно не то, что человек смертен, а то, что он смертен внезапно. Никто, ни взрослые, ни дети, не застрахованы от несчастного случая, от неизлечимой болезни. И людям чрезвычайно тяжело терять своих близких, мириться с тем, что они их больше никогда не увидят. Порой кажется, что души ушедших в иной мир слышат нас и пытаются утешить в горе. Ну, а как еще можно объяснить случай, произошедший в Филиппинах и попавший в объектив видеокамеры? Мы видим гнетущую, тоскливую обстановку в доме мертвого ребенка. И вдруг белый воздушный шарик оторвался от гроба умершего 7-летнего мальчика. Он медленно пересек комнату, в которой находились безутешные родственники и рыдающая мать. Присутствующие в изумлении замерли, боясь перевести дыхание, а шарик, будто утешая несчастную женщину, коснулся ее. На видео можно различить, как шарик словно поглаживает мать, потерявшую ребенка. Она словно прощается так с утешающим ее ребенком, отпускает его душу. Ее рыдания стихают, он понемногу успокаивается. Небольшой, белый, воздушный, он как символ прощания, успокоения и надежды. Никто из находившихся в комнате не усомнился в том, что это было именно прощание. Теперь душа невинного малыша могла быть свободна. Она как могла выразила благодарность своему самому близкому человеку за ту любовь, которой была окружена с рождения. Как вы думаете, это была случайность? Или все-таки оператору удалось заснять именно тот самый случай, называемый мистическим? Доводилось ли вам быть свидетелями того, как души умерших прощаются со своими близкими? Не все случаи детских болезней заканчиваются печально. Иногда неведомая сила в последний миг выхватывает ребенка из темной бездны и возвращает в наш мир. Мне думается, это особые случаи. Они говорят, что путь человека на этой планете еще не завершен, и ему предстоит сделать многое. Вы согласны? Или у вас есть особое мнение? Если есть, то обязательно поделитесь им со мною прямо в комментариях под этим видео. Об одном из таких чудесных случаев, попавших на больничную камеру видеонаблюдения, стало известно в ноябре 2008 года. Чудо случилось с Челси Бентон из Минт-Хилл. Девочка появилась на свет раньше срока. Врачи, принимавшие роды, предупредили ее мать, Колин, что девочка вряд ли проживет более 36 часов. Но тут в жизни Челси произошло первое чудо. Она выжила, хотя и провела в первые 4 месяца в отделении интенсивной терапии. Когда Челси не исполнилось еще и 2 лет, у нее диагностировали пневмонию. Так она впервые столкнулась с болезнью, из-за которой впоследствии стала постоянным пациентом педиатрического отделения интенсивной терапии Пресвитерианской больницы. Однако осенью 2008-го коварная болезнь вернулась к Челси. В сентябре девочку вновь госпитализировали с диагнозом – пневмония. Она не могла дышать, и поэтому ее подключили к аппарату жизнеобеспечения. Коварная пневмония сначала ударила по левому легкому, затем по правому. Вскоре у Челси обнаружили сепсис, тромбы, стафилококковые инфекции, коллапс одного легкого. В конце октября врачи пригласили семью для обсуждения плана действий. Одно из решений, которое ей нужно было принять, заключалось в том, отключать ли Челси от аппарата искусственной вентиляции легких. Ранее медики несколько раз отсоединяли Челси от аппарата вентиляции легких, но возвращали ее к нему, так как девочка начинала задыхаться. Семейная встреча 31 октября стала поворотным моментом. В тот момент мы решили, что если врачи снимут с Челси маску, то больше уже не будут подключать ее к ИВЛ, рассказывала Колин. Она видела, что ребенок измучен борьбой со смертью и сил для победы не осталось. Казалось, приближается агония. Несколько дней после этого решения Челси становилась то лучше, то снова хуже. Родные собрались в клинике для прощания с девочкой. Как вы считаете, мать ребенка сделала правильный выбор? Или ей следовало до конца бороться за жизнь дочери? Чудо случилось во второй половине дня 5 ноября, когда семья и друзья молились перед принятием решения. Медсестра, наблюдавшая на компьютере за дверью палаты Челси, вдруг вскрикнула. Присутствующие бросились к монитору и увидели, что больничный коридор и двери палаты залиты ослепительным белым светом. Колин со слезами восторга проговорила, что это похоже на явление ангела. Со второй попытки она сняла свечение на свой телефон, а потом, когда с Челси сняли маску, выяснилось, что все показатели ребенка неожиданно стали нормальными. У нее был хороший цвет лица, и врачи с медсестрами были поражены, вспоминала Колин. Медсестра, заметившая изображение на мониторе, сказала, что работает здесь 15 лет, но никогда не видела ничего подобного. Это было настоящее чудо.
Через 9 дней Челси выписали из отделения интенсивной терапии, а еще через 3 дня она вернулась домой. Ее мать считает, что это было волшебство, и ее дочь спас настоящий ангел, окутанный светом. Иронично, но этот день был дождливым, рассказывала Колин. Весь день был пасмурным. Кстати, если вы слышали об аналогичных случаях, напишите о них в комментариях под этим видео. Некоторое время назад интернет был взорван коротким видео, на которое удалось заснять безголового человека. Безголовый человек? Реально? Отчего же нет? Когда я смотрю некоторые современные сериалы, то думаю, что они снимались как раз для безголовых. Поэтому, чтобы заметить чудо, нужно всего лишь внимательно присмотреться и прислушаться к окружающему миру и к окружающим вас людям. Итак, видео снималось из окна проезжающего по трассе автомобиля. Съемка, разумеется, не слишком качественная, камера дрожит в руке оператора. Ну еще бы, не каждый день выпадает случая вот так запросто увидеть человеческое существо без головы. И оно не прячется, а просто прогуливается по тротуару. Несмотря на тряску камеры, ясно видно, что голова у мужчины и в самом деле не видна. Куда и откуда он двигался, так и осталось неизвестным. Кстати, на средневековых рисунках нередко изображались как раз безголовые человеческие существа. Может быть, уже тогда люди сталкивались с чудесными мистическими явлениями, которым не могли дать рациональное объяснение. И все-таки, как вы считаете, что удалось заснять оператору? Действительно ли у человека отсутствовала та часть тела, которой думают, или мы увидели что-то другое? Хотя, учитывая, куда катится наш мир, порой кажется, что многие люди думают совсем не головой, а другой частью тела, находящейся чуть ниже поясницы. В самом деле, как утверждал один доктор, голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Необъяснимое видео, названное «Летающая девочка в российском лесу», появилось в интернете в 2009-м. Автором его является некий Евгений. У короткого ролика в 44 секунды не 1 миллион просмотров, и зрители до сих пор спорят, что же такое удалось заснять Евгению. Место, где была сделана видеозапись, автором не раскрывается. В тот обычный день поздней осени, когда первый снег уже покрыл землю, мужчина выгуливал за городом своего пса Тарзана. Внезапно Тарзан рванулся к дальнему осиннику. Евгений поспешил за собакой. Вдруг, повернув направо, он вскрикнул: «Боже мой, что это такое?» На видео мы наблюдаем невероятное. Такое может только присниться. На дороге, уводящей вглубь леса, стоит молодая женщина в оранжевой куртке, а над ней парит девочка примерно 8 лет в красном пуховике и черных джинсах. Запнувшийся от неожиданной картины, Евгений уводит камеру вниз, а на следующих кадрах женщина и опустившаяся на землю девочка под удивленные крики Евгения бегом скрываются в лесу. На этом видео обрывается. Если честно, я был поражен. Подобного ранее видеть не доводилось. Я пересмотрел это короткое видео еще несколько раз, но так и не пришел ни к какому мнению, что удалось заснять мужчине. А вы как думаете, что это было? Кстати, буддисты предполагают, что у людей, которые хорошо усовершенствовались в своей духовной практике, открыты каналы меридианов, и они могут парить и летать. Другие религии объясняют способность парить божественным даром, полученными в прошлой жизни. В русскоязычном сегменте интернета последователи легендарной сибирской целительницы Анастасии высказали версию, что Евгению удалось подловить, как волшебница Анастасия учит летать свою дочь Анасту. Англоязычные же пользователи интернета считают, что увиденное — это левитация. По их мнению, мама всего лишь развивает у дочки умение пользоваться особым даром. Для таких тренировок они выбрали удаленное место и не ожидали, что туда забредут посторонние. А вот честно, признайтесь, хотели бы вы так же, как эта девочка, оторваться от земли, подняться над лесом высоко-высоко и полететь куда захочется? И спорим, многие из вас летали во сне, когда были детьми. Мне и самому хочется. Кажется, поднимешься на цыпочки, потянешься в небо и взлетишь. Действительно, и почему люди не летают, как птицы? Некоторое время назад на одном из американских форумов появился снимок, наделавший много ажиотажа. Женщина, выложившая его, утверждала, что ее знакомому удалось сделать фото образа не кого-либо, а именно архангела Гавриила. Причем для мужчины этот день начинался ничем не примечательно. И только выйдя на улицу, он обратил внимание на возвышающийся в вышине облик. Некоторое время назад на одном из американских форумов появился снимок, наделавший много ажиотажа. Женщина, выложившая его, утверждала, что ее знакомому удалось сделать фото образа не
не кого-либо, а именно архангела Гавриила. Причем для мужчины этот день начинался ничем не примечательно, и только выйдя на улицу, он обратил внимание на возвышающийся в вышине облик. Человек сразу решил, что это архангел. Облака на фотографии действительно напоминают данного персонажа. Четкие ровные края фигуры, солнечное сияние позади нее. Справа заметен еще одно небольшое облако в виде кланяющегося существа. Все это напоминает одну из библейских сцен. А какие ассоциации появились у вас при просмотре данной фотографии? Филиппинского демона Сигбина удалось снять на видео местным жителям. Как бывает в подобных случаях, часть зрителей заявляли, что это всего лишь дешевый монтаж. Другая часть, наоборот, утверждала, что съемка подлинная. На небольшом видео пара филиппинцев дразнит непонятное черное нечто. Оно пытается спрятаться у них в высокой траве, но туземцы подманивают его для того, чтобы снять на камеру, а затем загоняют в заросли. Храбрые ребята, ничего не скажешь. Вы бы так смогли. Я бы точно не решился и постарался поскорее убраться с этого проклятого места. Сигбин в ролике вертляв и уродлив. Его черное тело словно бы размывается. Видно, что он чрезвычайно опасен и в любой момент может броситься на людей. И убежать от такого вряд ли получится. Скорее всего, скорость и гибкость у него отменные. Тут необходимо пояснить, что Сигбин — это такое существо в филиппинской мифологии, что-то вроде европейского черта. Утверждается, что Сигбин выбирается прямиком из преисподней, чтобы заняться своим черным делом, высасывать кровь жертв из их теней. Также не брезгует он и душами людей, которые ведут аморальный образ жизни. Нечестивцев демон тащит сразу в ад. Говорят, что он ходит задом наперед, опустив голову между задних ног, и обладает способностью становиться невидимым для других существ, особенно для людей. Он смахивает на безрогого козла, но у него очень большие уши. Ими он может хлопать, как парой ладоней. Кроме того, он обладает длинным гибким хвостом. Его он обычно использует как хлыст. Догадаться о присутствии рядом Сигбина можно по тошнотворному запаху. Уж не про него ли в народе существует выражение «козел вонючий»? Снимок, облетевший весь мир, мгновенно заставил заговорить о себе. Что эта кукла, забытая по рассеянности, или в самом деле неведомая сущность примостилась на сиденье авто? Пользователи интернета так и не пришли к единому мнению. Парень из Огайо сделал этот кадр на восходе солнца. Изображение неведомого существа, напоминавшее человека, он различил на снимке позже, когда увеличил фото. Молодой человек уверял, что в автомобиле в этот момент никого не было. Он только собирался сесть в него, чтобы поехать по делам. Его девушка впоследствии категорически отказывалась садиться справа от своего жениха. Немного погодя, американец сделал еще несколько фото своего автомобиля на восходе, но призрака сфотографировать больше не удалось. Этот чудесный снимок был сделан совершенно случайно в 1936 -м. Фотографа Индрю Шайера пригласили в старинное английское поместье Рейнхэм-Холл сделать несколько фотографий интерьера. При проявке отснятого материала на одном из кадров Шайера обнаружил таинственный, едва различимый силуэт женщины. Она словно бы спускалась по лестнице со второго этажа. Приглашенные эксперты признали подлинность фотографии, которая затем была опубликована в местной газете «Сельская жизнь» и вызвала значительный ажиотаж. Владелица поместья уверяла, что фотографу удалось запечатлеть призрак коричневой леди. При жизни она носила имя Дороти Таунсхенд и являлась женой владельца особняка. Скончалась Дороти в 1726 от оспы. На протяжении 2 веков призрак бывшей хозяйки оставался в поместье. Его неоднократно замечали, но никакого вреда присутствующим он не причинял и беспокойства не доставлял. Скорее наоборот, служил местной достопримечательностью. Свое прозвище «Коричневая леди» получила из-за коричневого платья. В начале 19 века в поместье останавливался регент Георг IV. Ночью он проснулся из-за внезапного ужаса, охватившего его. Ему казалось, что кто-то пристально смотрит на него. Открыв глаза, монарх подумал, что увиденный кошмар ему только снится. Перед ним стояла прозрачная колеблющаяся фигура женщины с всклокоченными волосами. В 1835-м некий полковник Лофтус, побывавший в поместье, сумел сделать рисунок коричневой леди. Тогда Дороти Таунсхенд появилась перед ним дважды. Сначала возле двери своей бывшей спальни, затем в лестничном пролете. Полковник оказался мужчиной неробкого десятка и попытался догнать призрак. Однако, каждый раз, когда Лофтус устремлялся за привидением, то растворялось в воздухе. Чуть позднее один из потомков лорда Таунсхенда при встрече с призрачной фигурой выхватил пистолет и выстрелил в нее. Естественно, привидению пуля повредить не смогла. Заряд попал в стену, а привидение растаяло. Скажите, а как бы вы повели себя, столкнувшись с призраком?
Ночью 31 декабря 2008 на одном из католических кладбищ было сделано странное и необъяснимое видео. На камеру попал ребенок, бегавший между надгробий. Видео зафиксировало, как ребенок влез на дерево, затем спрыгнул вниз. Самое удивительное, что никто из посетителей кладбища днем не видел здесь никакого малыша, а на ночь ворота запираются. Человек, выложивший запись в сеть, утверждал, что это реальное видео, а не фейк, и на нем снят призрак умершего ребенка. Некоторые из зрителей склоняются к мнению, что на съемке вообще не привидение. Они полагают, что это могут быть какие-то адские сущности, над которыми люди не имеют контроля. А вы как полагаете? Наука часто отворачивается от того, что не может объяснить. И хотя в интернете много выдуманных историй, существуют реальные случаи необъяснимых чудес. Нередко они подтверждаются фотографиями, видео и рассказами очевидцев. Представьте, что рядом с нами существует другой мир. Он может пересекаться с нашей реальностью в особых местах и в определенное время. А может быть, этот мир всегда здесь, просто мы его не видим. Некоторые уверены, что при особых энергетических всплесках эта скрытая реальность становится видимой для нас. И чем черт не шутит, возможно, среди нас уже живут пришельцы. Они могли прибыть через космические порталы, чтобы тайно наблюдать за развитием человечества. Так это или нет, сейчас вряд ли можно сказать однозначно. Эти загадки ждут своих исследователей. Пока этого не знает никто. Ни вы, ни я, ни кто-нибудь другой. Но зато я совершенно точно знаю одно. Истина всегда где-то рядом. Помните это и вы, и обязательно поделитесь своим мнением о моем сегодняшнем видео в комментариях.